Добрый день, дорогие рыбы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш финансовый гороскоп. Знаю, что заждались. Да, ребят, это видео подходит всем тем, у кого солнце в рыбах, у кого асцендент в рыбах, у кого финансовые дома 2, 6 и 10 находятся в знаке зодиака рыбы, и у кого заполненный 12 дом, то есть это обитель знака рыбы. Ну что, ребят, готовы? Присаживайтесь поудобнее. Сейчас под эту подходящую осень буду как раз-таки рассказывать вам финансовый гороскоп. Что буду рассказывать? Основные тенденции, качества, которые необходимо как раз-таки вам в себе развивать, естественно, сферы деятельности, где вы можете максимально преуспеть, и, конечно же, ваша тактика развития для того, чтобы денег у вас было больше. Ну что, ребят, конечно же, здесь будут еще такие интересные моменты, как ваши страхи и переживания, почему денег у вас нет, минусы, плюсы, то есть основные черты характера, которые вам мешают развиваться, и почему больших денег у вас до сих пор таки нет. Потому что рыба — это знак зодиака, который должен, вы сейчас скажете, почему это должен, да? Хорошо, у кого, как правило, всегда деньги есть. И это очень даже не такие маленькие деньги. Поэтому здесь, ну что, по качествам поехали. Какие качества у вас основные, интересные, и они должны у вас работать, особенно если у вас солнце или асцендент в рыбах, да и финансовые дома в том числе. То есть без этого качества не получится зарабатывать деньги. Основное — это, конечно же, интуиция. То есть когда вы зарабатываете по финансовым домам, либо у вас заполненный 12 дом, солнце в рыбах или асцендент в рыбах, то у вас основное качество должно у вас работать, это интуиция, да, то есть и если вы не интуит, и вы говорите, это вообще не про меня, я как бы рыбы, но я вообще не чувствую, интуиция у меня так себе работает, ну, значит, поздравляю, у вас работает Луна, она сильнее, у женщин, естественно, эта история по жизни в принципе, да, то есть мы все Луны, и Луна у нас всегда выходит как такой защитный механизм, как история нашего самосохранения, это инстинкты, да, но для того, чтобы денег было больше, нужно, чтобы работало солнце, то есть и основные качества солнца в рыбах — это интуиция, это эмпатия, это когда мы понимаем, что закон природы, он самый сильный, и даже если где-то нам денежка не пришла, то она придет, и нам кажется, что нас обделили, то значит она придет нам с других источников, но она все равно к нам придет. Здесь, конечно же, как раз таки включайте все самые вот эти вот популярные сейчас штуки, карты желания, виш-листы. На самом-то деле солнцу в рыбах очень нужно представлять, чего же вы хотите, свою жизнь нужно представлять, какую вы хотите. Я не говорю сейчас про бренды, да, здесь больше чувствительная сторона вопроса, да, здесь больше ощущения того, как вы хотите свою жизнь чувствовать, да, и тогда, конечно же, будет к вам эта история идти. А если вы внутри чувствуете постоянное напряжение, напор, постоянное давление, то здесь история будет не работать, потому что очень важно рыбам как раз-таки уметь и расслабляться, визуализировать, мечтать, без перебора, ребят, потому что сейчас эта тема очень сильная. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что доля заземления здесь однозначно должна быть, но все-таки у рыб основное такое качество идет вот из эфемерного. Конечно же, для того, чтобы были деньги, здесь, естественно, нужно трудиться и вкладываться, да, то есть стабильность действия это никто не отменял, потому что сейчас я не хочу, чтобы напридумывали, сказали, вот Жень сказала, надо визуализировать, все, я навизуализировалась, теперь лежу, смотрю на свою карту желаний, больше ничего делать не хочу. Да нет же, конечно, ребят, здесь все точно так же, но должна быть внутренняя конкретика, да, хотя для рыб отсутствие конкретики это тоже потрясающая такая история, но должна быть мудрость, должно быть понимание, что
Здесь не только одна сплошная пахота, здесь история, конечно же, чувствительности. Нужно чувствовать других людей, нужно чувствовать свою жизнь в том числе. Чем вам нравится заниматься? Здесь вообще очень сложно с положением рыбы заниматься на нелюбимой работе. Когда вы знаете, что эта работа нелюбимая, вы прям вот, она вас опустошает в прямом смысле, да, то есть вы не видите в работе смысла, да, вы не видите в ней нечто большого, грандиозного, то есть вам гораздо проще работается и хорошо идут деньги, когда вы видите в этом такой большой глобальный замысел, когда у этого есть такая глубина, пусть даже там есть противоречия, какие-то несостыковки, но если у вашей работы есть глубина, мудрость, что это нечто большее, чем просто заработок денег, что вы делаете, несете какую-то вот такую большую миссию, да, то есть что-то такое, высокий смысл есть у вашей работы, тогда в прямом смысле у вас хорошо идет это дело, да. Здесь, конечно же, могут быть и минусы. Да, очень легко провалиться в минусы с заработком по рыбам, потому что здесь очень много страхов, как на меня посмотрят, меня недооценят, до экзистенциального кризиса в том числе, когда я лежу, не могу пошевелиться, да, когда вот прям таки нарисуют себе карту желаний, говорят все, и теряют концентрацию, то есть нет действий, движения вперед, да, здесь может быть такое хаотичное действие, делать одно, потом другое, не доделывать, бросать, не идти своим путем, ну и в том числе очень много иллюзий, лживость может быть, сами себя обманываем для того, чтобы как-то вот, ну вроде же вот я здесь попытался, постарался и вроде как хорошо получилось, но про что рыбы? Насколько нужно пытаться стараться, да? У рыб очень потрясающее воображение, чутье, интуиция, да, то есть это те важные, мощные истории, которые есть у вас, объемное мышление, да, тяга к психологии потрясающая просто, потому что вы чувствуете людей, вы чувствуете ситуацию, вы настолько в работе, и вам здесь хорошо. Здесь вообще рыбы это творческий канал, то есть отсюда вы уже понимаете, да, какие профессии идут, да, потихонечку подгребаю к профессиям. То есть здесь творческий канал однозначно, здесь фотография, да, здесь музыка, да, здесь поэзия, литература, однозначно, да. То есть история здесь очень большого воображения, то есть здесь очень мощный эгрегор, понимаете, творчество, и это может быть в совершенно разных ключах и интересах и моментах, в том числе это то же самое творчество, креативное мышление, если у вас еще там очень сильный уран, то это различные новые информационные проекты, связанные с творчеством, то есть здесь все зависит еще от тех планет, которые активны в вашей натальной карте, да. При этом вы можете в прямом смысле работать хоть с людьми, хоть с животными, то есть с любой букашкой, потому что закон природы для вас это такая очень мощная история. Здесь все, конечно же, моменты, если мы говорим про творчество, здесь все вот эти потрясающие каналы про животных, да, то есть здесь большой мир дикой природы, здесь большие путешествия в том числе, когда вам хорошо жить на этом свете, и вы в прямом смысле не в квартире, в доме живете, а где-то на природе. Вообще рыбам полезно по всем показаниям жить на природе, в своем доме, рядом с природой, близко к лесу, к пруду, к озеру, к воде, чтобы была природа вообще различного характера. Или как минимум туда ездить, перезагружаться. Быть отшельником, конечно же, это хорошо, но все зависит от ваших показателей натальной карты. Все-таки что, какие еще планеты, да, там очень сильно активны, потому что не бывает, редко бывает, ну когда прям вот очень сильно, да, если заполнен, например, 12-й дом, и, например, планеты там в огне, да, в Овне, например, вот у Дмитрия Нагиева, планеты в Овне в 12 доме, он актер, то есть вот это прям актерская игра из него идет, и согласитесь, если бы он не играл в театре, в кино, мы бы вообще про него не знали, да, очень часто люди, у кого планеты как раз-таки в 12 доме, вот у Ольги Бузовой, у нее водолейская история в 12 доме, то есть понимаете, о чем история, когда человек публичного характера,
характера, но уже совершенно другие таланты проявлены, более такие свободолюбивые, да, не творческий канал другого характера, да, то есть на хайпе. То есть здесь историю понимать, да, вот так. Если же в рыбах 12 дом или просто заполненный канал рыб у вас, да, то эта история, как правило, либо врачебная. Очень много врачей, которые заполнен канал рыбы, да, то есть все зависит еще от того, что какой вы врач, если там все в Овне это хирургия, да, если, например, это, например, в Плутоне, да, еще, или в Скорпионе, такой канал спайка рыбы и скорпионов, тогда здесь, конечно же, психология. Кто-то уходит здесь еще в эзотерическую такую историю. Здесь нужно, конечно же, тоже по показателям смотреть, чтобы не было разрушения, саморазрушения, да, потому что это очень такая сложная история. Но вообще рыбы могут работать и совсем тонким планом, невидимыми историями. Это тоже история работает очень замечательно. У них вопрос, какие выгоды у вас здесь есть, для чего вам это нужно, какие отработки у вас с этим есть, да, и это очень сложная история на самом-то деле, есть очень много разных вариаций, да, с заполненным каналом рыбы. О чем еще? Здесь точно так же инвестиции, да, большие, очень мощные вложения, да, но здесь нужно таки понимать, если это с Ураном, с Плутоном, то да, очень хорошо история сходится, у вас есть это критическое мышление. Если только один заполненный канал рыб, тогда вы потрясающий психолог, и здесь очень хорошо вы чувствуете других людей. Если здесь еще подключается и Плутон, где вы можете потрясающе рисковать, и вы с этим вообще потрясающе живете, вам вот такие всплески и амплитуды финансовые вообще нормально, тогда, естественно, это ваши криптобиржи, и вы работаете спокойно в тени, никто ваше имя не знает, вы в занавесе работаете, обходите все лояльно, прекрасно, документационные вопросики, у вас там все прекрасно работает, и вам от этого хорошо. Вы серый кардинал, который спокойно себе качает. А если у вас нет вот этого внутреннего состояния, всплесков больших денег и обвал, тогда зачем себя нервировать и травмировать? Каждому нужно работать там, где ему комфортно. Если же у вас есть Нептун и Уран, то здесь, возможно, у вас психоастрология, да, астропсихолога, то есть здесь, возможно, вы можете стать блогером, в том числе эта история, если мы говорим про общение с людьми, да. Очень много историй с Нептуном, это как раз-таки фотография, видеосъемка, фотосъемка, это художники, это музыканты, это литераторы, в том числе, если есть спайка 12 и 3 дома, то здесь однозначно история работы с издательствами, то есть большие знания у вас даны, вы прекрасно пишете потрясающие тексты, даже музыку вы можете писать в том числе, но, естественно, при наличии образования, потому что и даже если у вас просто напряженный Нептун в натальной карте, если я смотрю, когда натальную карту я вижу, когда мама обращается, спрашивает, куда мне ребенка отправить, я вижу очень напряженный Нептун. Я говорю, отправляйте в музыкальную школу. Говорит, да вот у нас как-то у бабушки не сложилось. Я говорю, тем более, если у бабушки не сложилось, значит у бабушки предрассудки, потому что, как правило, бабушки и внуки, там дедушки и внуки, это история, которая очень сильно с течением времени сейчас работает. И если правильный подход ребенку задать, то будет очень хорошо. Не факт, что он будет музыкантом на всю жизнь, нет. Просто так у него будет такая способность к обучению. И очень сильно у кого такой заполненный 3 дом и напряженный Нептун. Очень часто говорят, что совершенно не люблю учиться, не нравится, не хочу. Нептун добавляет вот этих иллюзий, вот эту лень. А здесь, если направить нужное русло и подобрать того самого учителя, который вот вам нужен по показателям, да, ребенку, получается отлично, вы его направляете, и вот эта музыка как раз-таки дает, это как, знаете, как база. То есть сначала вот он начинает вот с музыкальной вот этой ноткой идти вперед, и потом это где-то останется, когда-то воспоминание, даже если он бросит, но у него уже будет вот этот старт, он уже разогнался. Взрослые люди точно так же, если у вас напряженный Нептун, начните играть на гитаре, начните играть на фортепиано, рисовать, развивайте в себе творческий канал, эта история даст вам вот этот глоток воздуха, движения вперед, да.
Также здесь нужны, конечно же, большие высокие смыслы. Общение с творческими людьми раскрывает как раз-таки творческий канал. Здесь главное не уходить вот в эту множественность, не распыляться, потому что есть такой у рыб распыление, да. Здесь как раз-таки не уходить вот в эту неопределенность, в некую, в такую, вот, да у меня не получается, у меня получается не идеально, вот такая вот история, да. Убирать себе иллюзии, идеально ни у кого не бывает, это вообще все нормально. Ну что еще? Потрясающая история врачебная у рыб, Нептуна, напряженного Нептуна 12-го дома, финансовые дома, да, 2, 6 и 10. Если у вас заполненный 6-й дом, да, сейчас про дома буду еще вот эту историю дорассказывать, да, сейчас дорасскажу сферы, которые еще не дорассказала. Здесь, конечно же, все ресурсы, все, что аптечный бизнес, фармацевтика, искусство, культура, телевидение, в том числе вот все то, что говорила, ребят, просто итог такой, да. Здесь даже может быть религия в том числе, да, если у вас к этому есть способность, но есть очень много разных историй, туда не пойти, это тоже нормальная история, и особенно если у вас есть такая своя философия, психология, особенно когда вы работаете с чем-то таким конфиденциальным, то есть а-ля с тайнами других людей, и вы не рассказываете, то есть эту историю, да, то есть тоже хорошая такая история. Работа с природой, уже говорила, всякие там National Geographic каналы, да, различные, все, что связано с природными ресурсами, в том числе нефть, газ, все природные ресурсы, это природа в прямом смысле, да, там различные, история с рыбалкой та же самая, да, то есть в прямом смысле с рыбами работать, да, то есть рыбный бизнес, вот такая история. Еще здесь, конечно же, все химия, различная история, связанная с водой, с переливаниями, с жидкостями, да, фармацевтика уже говорила, алкогольный бизнес, в том числе винный бизнес, сомелье можно работать, барменом на начальных этапах, естественно. Конечно же, мы здесь понимаем, в каком возрастном моменте мы находимся, да, потому что когда ты молодой, активный, тебе 20 лет, прекрасная работа барменом, которая будет поднимать, да, когда, естественно, понимаете, что вам уже лет достаточно много, то вы хотите открыть что-то свое, и здесь почему бы и да, то есть здесь такая история очень красивая может получиться. Конечно же, можно уйти легко с каналом рыб в негативную историю, в напряженную историю, воспевать людей в том числе, да, писать депрессивные песни, уходить, не знаю, в религию, в себе в ущерб, да, быть врачом, недоврачом, да, уходить в какие-то различные эзотерические моменты с пометкой минусом. Есть у рыб такая история, в себе замыкаться, эмоции в себе кипят, вот оно не выходит, да, то есть здесь, если вы работаете с людьми, то вам тоже нужна помощь своя, особенно если вы работаете, там, психология, медицина, да, то есть это история того, что вам самим иногда нужно перезагружаться, то есть отдыхать в том числе, то есть и здесь нужно таки это понимать, что вы не просто общаетесь с людьми, вы такое сосредоточение людской информации, потому что человек эмпат, он всегда очень мощно чувствует других людей. И здесь нужно таки эту историю понимать, что иногда от людей нужно отдыхать, уезжать на ту же природу, быть дома, не знаю, перезагружаться, кто как умеет, сходить в бассейн, поплавать. То есть себе нужно давать ту же самую историю. Особенно если вы сейчас смотрите этот гороскоп и думаете, ну вроде как Женя сказала, ну вроде у меня все сходится, ну почему я так устал, не знаю, что делать, не получается у меня. Ребят, потому что нужно отдыхать, потому что с заработком вот в таких сферах здесь нужно. Если вы особенно лечите людей, да, если мы вот сейчас финансовые дома смотрим, потому что
По второму дому мы зарабатываем наши такие простые деньги. Если у нас второй дом в рыбах, у нас Нептун во втором доме, то нам хочется вот это вот все, да. Плюс еще, конечно, очень множество сфер есть, ну, то есть профессии, которые я не назвала. Сферы-то я вроде рассказала все, но еще очень множество профессий, 100% есть, они как уходят в прошлое, так и новые появляются, да, и здесь просто задайте свой вопрос в комментариях, да, мне это подходит зарабатывать или нет, я вам отвечу, но при этом укажите свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, ребят, да, и здесь, конечно же, нужно таки понимать, что второй дом — это наши деньги, которые вот просто наши деньги, через которые мы зарабатываем. Но если у вас очень много планет во втором доме, то это основная история вашего заработка. Да? Если у вас заполненный шестой дом, это очень важно, кстати, с положением рыбы, шестой дом, то тогда вам необходимо заниматься тем, чтобы работать с людьми, помогать людям или же животным. То есть, возможно, вы потрясающий зоолог, и это у вас получается супер круто. И тогда здесь вам просто равных нет. Но вам обязательно нужно кому-то помогать, решать проблемы людей, чтобы в их жизнях было хорошо. То есть будете вы это делать путем фотографии, написанной музыки, либо вы будете, не знаю, у вас там Уран в шестом доме находится, как у меня, да, и вы астролог будете, который будет реально решать вопросы людей, и они будут с благодарностью от вас уходить, и прям всем будет, им будет хорошо, и вам будет хорошо, потому что если у вас заполненный шестой дом, у вас там 2-3 более планет, тогда вам жизненно необходимо работать и здесь соблюдать законы кармы, особенно если еще и 12-й дом в том числе. То есть здесь 12-й дом тоже очень важен, потому что это все уходит в те болячки, в психологические, которые мы не видим, да. То есть это как раз-таки та история, про которую я говорила, что вам нужно самим перезагружаться, отдыхать от людей и понимать, что вам нужен реально таки отдых, и вам нужно иногда рассказывать свою историю, например, своему психологу в том числе, или же иметь друзей, с которыми вы можете поговорить о нечто таком глобальном, да, естественно, не нарушая тайны конфиденциальности, эта история очень важная, да, но при этом информация должна здесь вот так ходить, чтобы это не уходило в психосоматику по 12 дому и по 6 дому. То есть если вы не решаете вопросы других людей, то вам реально тяжело и плохо, когда вы без работы. То есть это вот такая вот, если простым языком рассказывать, да, вам нужно работать, и работать нужно постоянно. То есть это такая история, которая вам будет приносить денег по 6 дому. А если у вас заполненный 10-й дом, то это такая ваша большая мощная амбиция не просто работать, да, в своей профессии, то здесь история, конечно же, вы хотите стать еще очень узнаваемым человеком в своей профессии. И если у вас в 10 доме, в канале рыб, да, находятся еще такие планеты, как Венера, Юпитер, то есть Венера, то вы хотите себе имя сделать однозначно, да, работать вам, скорее всего, с женщинами. Если вы хотите, если у вас Юпитер, то вы хотите экспертом стать, то есть не просто, да, работать в своей профессии. Если у вас находится Сатурн, Плутон, то вы человек, в принципе, вы хотите прям почетной истории, очень властной истории, чтобы вас узнавали, и вы хотите иметь центральную роль и влиять, ну, в глобальном плане на мышление людей, влиять в принципе на людей, не обязательно на мышление. Вы хотите стать, ну, либо известным, скажите мне, хирургом, возможно, врачом, психологом в том числе, да, здесь сферу можно выбирать, либо художником, то есть у вас амбиция здесь очень большая закрепиться, да, чтобы при жизни уже им стать. Это вот такая история. А если, ну, если у вас Уран находится в 10 доме и там в рыбах, да, то эта история, какое-то изобретение вы хотите в медицине сделать, например, или в творческой истории. Здесь как раз-таки все те онлайн-платформы для художников, программы, все, что связано там с искусственным интеллектом. То есть здесь вот такая связанная история. Понимаете, насколько обширно можно вот
вот это все рассказывать. То есть здесь очень много развитий событий. Я про всех физически не могу рассказать, потому что жизнь это правда как кино, и поэтому я вам всегда говорю, пишите свою дату, время, место рождения, чтобы я посмотрела, что, как у вас там находится и какие вы навыки, компетенции на настоящий момент времени имеете. Но скажу вам, даже в 40 лет мне не поздно переходить в новую профессию, становиться врачом, не знаю, фотографом, музицировать начинать. Это все очень даже полезно, открывать свое дело, например, ресторан какой-нибудь вкусный, да, и это тоже очень хорошая история. Если у вас заполнен 12 канал в рыбах или в каких-то других знаках, нужно здесь, конечно, тоже историю очень сильно смотреть, потому что вы хотите остаться не просто при жизни, вы хотите на века остаться в истории человечества. Это как раз-таки множество тех актеров, врачей, которые помнят с прошлых столетий, что они сделали, кто-то что-то изобрел, кто-то был какой-то такой личностью, кто-то был просто мотиватором. И да, эта история та же самая, людей наставлять, то есть это вклад в эволюцию, в человечество в том числе, это по 12-му дому. Хотя на самом-то деле можно и применить эту историю на вообще совершенно любой дом натальной карты. Возможно, вы просто хотите быть финансистом на века, и у вас очень много планет во втором доме, вы просто хотите научить людей зарабатывать деньги или стать каким-то таким выдающимся банкиром, не просто при жизни, но и как создать свою такую большую мощную династию, эгрегор финансовый. И почему бы и да, ребят, но все течет, все меняется, это основная такая история рыб. И какие принципы должны быть у рыб, да? Естественно, если вы поймете вот эту философию, что деньги, они вообще, в принципе, как капля в море, в океане, да, что их на всех хватает, тогда спокойно становится по каналу в рыбах зарабатывать эти деньги как раз-таки. Если у вас есть внутренняя вот такая мотивация, раскрытие, глобальное понятие, понимание мира, тогда вам эта история очень хорошо дается, да. Очень нужно иметь такое большое глобальное мышление, то есть нужно его развивать, да, становиться специалистом в своей сфере, пробовать очень много историй, в прямом смысле тестировать. И для положения знака по рыбам кредитоваться не очень хорошая история копить деньги. И желательно, чтобы было несколько источников доходов. И тогда вот они вот как вот ручейки будут как раз-таки, там чуть-чуть накапало, там накапало, и вы во всем разбираетесь, и вы во всем понимаете. То есть концентрация на чем-то одном – это очень сложная история для рыб. Она всегда приводит к нервному напряжению. А когда вы понимаете, там чуть-чуть приходит, здесь чуть-чуть приходит, и здесь нельзя говорить, что нельзя, например, и на недвижимости заработать. Почему? Можно. Очень даже хорошо. Домик, стоящий где-то, пусть он даже заброшенный, он кому-то да нужен. То есть здесь нужно иметь такое расширенное мышление, глобальное, не делать никаких четких границ вообще. Нужно вот выжидать, подключать мудрость, чувствовать, да, то есть понимать, что это кому-то да нужно, сделать из этого нечто привлекательное и понимать, что все равно оно придет. Чем больше напряжения, да, на одной теме, поэтому должно быть несколько разных источников дохода, потому что когда есть напряжение только по одному источнику, если там, например, не приходит или только начинает приходить, то, естественно, вы будете напрягаться. Поэтому несколько источников дохода – это очень мудрый подход. Чем больше их у вас, это нормальная история. Здесь главная такая философия, если где-то вы чувствуете, что вам не додали, отпустите, такая философская история, да? Отпустите, и это нормальная история. Значит, чем спокойнее вы отпускаете все какие-то убытки, которые случаются, недоимки, да, тем быстрее будут приходить с других источников, и вы будете говорить: о, мне как раз эта сумма была нужна, как раз таки вот оно вот так получилось. Ну, естественно, не сливать бюджет. Как только начинаете сливать бюджет, просто
туда влить, туда денег очень много, то как раз-таки это может начаться вот этот прилив и отлив в деньгах, а зачем оно вам нужно. Поэтому здесь все-таки нужно отслеживать источники прихода и ухода денег, но не до фанатизма, ребят. Здесь нужно вот так вот чутью. И очень хорошая история все-таки для рыб зарабатывать в тени. По крайней мере, очень много вашей работы будет работаться, делаться вдали от людского взгляда. То есть, сами понимаете, для того, чтобы выпустить одну песню, один хит, один фильм снять, да, не видно, что было сделано до. Для того, чтобы произвести одну операцию, не виден весь вот этот труд до, понимаете, да, то есть в операционную не пускают других людей, то есть доктор делает все сам. Для того, чтобы привести голову, психологическое сознание человека в нужное как раз-таки русло, его направить, уже со своей жизнью он пошел и сделал то, что ему необходимо делать, естественно, это очень много и вашей работы, и совместной работы, для того, чтобы у него вот это получилось. И чем больше вашей работы будет скрыто от других людей, вы будете выдавать вот так людям результат, тем, естественно, у вас будет получаться очень даже хорошо. Но еще раз скажу, что все теневые схемы, которые не видно другим людям, это тоже хорошая история. И она потрясающе работает у рыб. И, наверное, замечали, что как только вы начинаете это вот так глобально афишировать, как будто вот все, оно начинает колом стоять и никак не идти. Потому что здесь нужно вот такой рыбьей мудростью, хладнокровностью, легкостью и плавными движениями. То есть здесь резко вообще нельзя. Здесь нужно уметь со всеми договориться для того, чтобы получить тот самый результат. Ну и, естественно, получать от этого удовольствие, получать внутреннее такое счастье, что вы делаете такое большое глобальное дело. Ну и тогда начнут притягиваться к вам как раз-таки те самые люди, которые точно так же это думают, чувствуют, понимают и готовы платить совершенно другие деньги. Это и эффект такой накопления. Очень часто встречаю на просторах интернета: вот я психолог, почему у меня есть в окошке в расписании, почему у меня сразу за такую цену не приходит вот поток людей. Вопрос: что вы такого сделали, чтобы был вот такой поток людей? Здесь должно быть очень много вот такого долгого труда, чтобы вот прям вот так вот нативненько, спокойненько сидеть, не знаю, 3 кнопочки нажать и что-то пришло. И это такая история, когда все равно трудиться надо. Так не бывает, ребята. Здесь все равно внутренняя хватка, здесь все равно движение, дисциплина, контроль, потому что если денег приходит много, они же должны куда-то сразу уйти, и здесь вот этот контроль, удерживать большую энергию людей, энергию больших денег, мощного напряжения в том числе, потому что сферы-то жизни я рассказала, сферы, в которых работаю, я рассказала-то совсем непростые. Просто подумайте, какой должен быть склад ума у человека для того, чтобы вот это вот все делать. И это все достаточно сложно, но возможно. И на самом-то деле это нужно делать, потому что это то самое интересное, красивое, мощное и глобальное, что создает у нас канал Рыб. Ну что, дорогие, я надеюсь, ответила на большинство ваших вопросов. У нас с вами потрясающая осень, где нужно включить все свои мощные ресурсы, начать как раз-таки зарабатывать, где вам хочется, и где вы понимаете и точно знаете, чувствуете больше, чем знаете, что это точно ваше. Давайте, включайтесь, осень потрясающая для того, чтобы сделать плюс 10 своих не просто возможностей, а результатов, чего я вам и желаю. И, ну и если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях. Я в режиме свободного времени постараюсь на все ответить. Вас очень много, поэтому запаситесь, пожалуйста, терпением. Не успела еще даже на июльский ответить, ребят. Ну что, спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце видео актуальные ролики. Если вы еще не смотрели, загляните в плейлист, найдите свой знак зодиака и посмотрите, возможно, там та самая полезная информация, которую вы давно искали. Ну что, ребята, желаю вам положительных финансов и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.